Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартюа. В чате моего телеграм-канала там завирусилась одна тема, что Керри Бэтрайдер сейчас это отличная тема, на которой можно играть и выносить все и вся. Ну что ж, это моя первая каточка, моя тестируемая каточка. Давайте попробуем. Я для этой каточки, смотрите, как выгляжу. Красиво, молодо. Шикарен. Вот. Как я буду действовать? Я на самом деле не знаю, как я буду действовать, но я знаю точно, что я буду играть через рыцарей. Как они будут идти мне со старта, непонятно. Что буду конкретно собирать, тоже непонятно. Ну, короче, либо же я буду через лустрик собирать, либо же... В общем, давайте набьем шишек вместе с вами. На чем стартовать, тоже совершенно мне непонятно, но, скорее всего, это будут рыцари и тролли. Либо же, не знаю, not live stream dude. Нет, я не включал стрим сейчас вживую, поэтому... Как-то так. Возможно, мне нужны будут боги со старта. Но это, по крайней мере, я так подразумеваю. Но нужны ли они мне? И если даже я богов поставлю, не будет ли это ошибкой? Потому что, как по мне, сейчас играть через рыцарей это огромная ошибка, если честно. Возможно, я не прав. Возможно. Но я не знаю. Не знаю, поэтому вместе с вами я протестирую. Кстати, сегодня в 19:00 по киевскому времени будет стримчик. А какой будет стримчик, будет зависеть от вас. Если же я буду играть Толран... Ой, какой если же я буду играть? Боже, что я несу? Короче, будет стримчик, который будет зависеть от вас. Почему зависеть будет именно от вас? Смотрите. Первое. Я делаю опрос. Что это будет за стрим? Либо же это будет лобби с подписчиками, либо же это будет Солуран. Поэтому во вкладке... Вы во вкладке. Вот это вот гениально только что сказал. Во вкладке сообщества есть опрос, какой будет стрим. Это первый момент. Второй момент. В телеграм-канале тоже идет опрос. Поэтому не стесняемся, проходим его и решаем, что же все-таки это будет за стримчик. Еще раз говорю, все зависит от вас. Так, я возьму Грааль со старта. Не думаю, что это будет такой огромной ошибкой, но... На самом деле, вот этот Грааль мне не особо нравится. Если играть через рыцарей, то, скорее всего, острые наручи как-то, больше к этому подойдут, что ли. Ну, по крайней мере, я так думаю. Там уже учила Джаггер в двойку. Угу. Понял, принял. Понял. Ну, похоже, судьба решила за меня, поэтому я буду играть сейчас через лустрик. Ну, наверное. Может быть, сейчас, знаете, мне там рыцари в двоечку поприходят, и я такой... 6 рыцарей со старта на 6 уровне. Омник в двойку, Абадон в двойку, Бэтрайдер в двойку. И все замечательно. Нет, ну знаете что? Омник. Ого. А так можно было? Мне и тролль пришел. Блин, ну... Богов поставить, что ли? Или не ставить богов? Как бы тролль со старта это хорошо, но... Мне кажется, мне здесь винстрик не светит. Да, и у меня что-то не то, что не кажется, я прям об этом четко подразумеваю. Подозреваю. Как подразумеваю. Боже, сегодня, я так понимаю, будет день крылатых фраз. Буду нести такую чепуху, от которой уши в трубочку не покрутятся. В общем, я считаю по поводу рыцарей. Рыцари слабая синергия, которую они сломали где-то полгода назад, и как-то восстанавливать ее даже не планируют, как по мне. Потому что, я думаю, все прекрасно понимают, что такое рыцари и как они слабы в этом патче. Как по мне, рыцари с хп регенами броней были намного приятнее, нежели сейчас. Но это лично мое мнение. А там уже как... Давайте вы решите, как оно будет. Так, я выставляю лустрик. Или не выставляю? Или выставляю? Да, я выставлю лустрик, поставлю Бэтрайдера. Ну, вот как-то так у меня сейчас будет стол выглядеть. Скорее всего, Марса я продам. Продать ли мне Марса, выйти в 10 монет и максимально быстро выйти в инкам, чтобы паролить своих рыцарей? Непонятно. В общем, какие мне шмотки нужны на Бэтрайдера? Это по-любому 3-го тира посох, который дает 20 стаков, по-любому, потому что Бэтрайдер бьет магическим уроном. Кстати, вдруг кто не знает, я об этом сам недавно узнал. Вот это вот, видите, пыль под Бэтрайдером. Короче, скилл Бэтрайдера, вот эта вот дорожка, она стакается. То есть, если под... Ого! Ого-го-го! Ничего себе!
Так может мне сейчас и в двоечку быстро придет Абаддон, Омник, а? Кто меня сейчас смотрит, быстренько поставили свечку. И желательно, чтобы не пришли ранние рыцари как надо. Там, лайком, а чё ты играешь через рыцарей? Не трогай моих бэтрайдеров, молодой. Молодой горячий, не трогай моих бэтрайдеров. Я тебя... я тебе советую не трогать моих бэтрайдеров. Не трогай их. Я надеюсь, через экран я на него как-то повлиял. Если на него не повлиял через экран, ну... Что ж, придется бороться за бэтрайдера. До крови, до боли. До его крови. И до его боли. Не до моей. Блин, ну вроде бы пока что такой старт более-менее порядочный. О. О. Кстати, а нужен ли мне Леон в тройку под такой вот билд? В принципе, я думаю, если играть через рыцарей богов, то Леон в тройку мне объективно нужен. Я думаю, я уже показывал на своем ролике, как Леон в тройку может жестко зарешать. Во-первых, он откатывает 3 или 4, по-моему. Короче, он откатывает способность, быстро высасывает ману и делает это без КД. И он быстро высасывает ману. То есть противник даже не успевает ее накопить, а Леон уже начинает ее высасывать. Чисто налоговая под дверью стоит и стучится: алло, налоги заплати, налоги. Откуда у тебя такие доходы? И налоговая такая: а я тут. По-моему, это не налоговая. Подожди. Или это коммунальные услуги? Не, по-моему, это налоговая. Короче, я думаю, вы все прекрасно поняли, что я имею в виду. Поэтому я даже тут поправлять себя не буду. Вы, если что, в комментариях меня сами поправите. Блин, неплохо пока что приходит. Единственное, что бэтрайдера даже здесь не пахнет рядом. Я, кстати, наверное, 2 Абаддонов сейчас поставлю вместо бэтрайдера. Я думаю, это будет намного эффективнее, чем бэтрайдер сейчас. Как по мне, сейчас бэтрайдер, ну, такое, что-то, ну, на 1 с плюсом по 10-бальной шкале. Джамал, а ты зачем Абаддончика взял? Вот Лайком уже напрашивается на то, что я с ним буду воевать сейчас 1 на 1 за бэтрайдера. А Джамал, походу, будет напрашиваться на то, что я буду воевать с ним за Абаддона. Угу. Ну что, мы пообщаемся с вами, молодые. Ох, пообщаемся. Ох. Готовьте свою попочку. Так, ну тут у меня вынес без шансов, естественно, я же через лустрик играю. Если бы я не играл через лустрик, то поверьте, ему бы мало не показалось. Он был, ну, вот он был бы такой бедный у меня. Он еще и винстрик имеет 5. Ты какой, смотри, какой, ну, какой он мужественный вояка. Я, наверное, хочу в 30 монет выйти. Вот у меня есть подозрение, что я хочу выйти в 30 монет. Хочу ли я выйти в 30 монет? В самом деле, хочу. И, наверное, мне придется это сделать. Вот это кольцо, кстати, я разберу. Мне нужно мана плюс 40. Понял, броня тоже неплохо пойдет. Окей, обмажусь броней. Пойдет. Короче, кстати, знаете, что я сейчас скажу? Вдруг об этом кто-то не знает? Смотрите, если же вы закинете, точнее не закинете, а выставите на стол 2 легионки, и они выживут, а потом соедините их вместе, ну то есть апгрейдите в 2-звездочную, то стаки урона в легионке, они совместятся. То есть, если, допустим, у легионки 1-звездочной будет 100 урона, то, соответственно, у легионки 2 тоже будет 100 урона, и когда вы их совместите, у нее будет на пассивке 200 урона. Но это так, небольшой лайфхак, может он вам пригодится, потому что мне о нем сами написали в комментариях, это было где-то год назад, и я до сих пор его использую. Поэтому, ребят, мотайте на ус, он может вам пригодиться. Жалко, конечно, что рыцари не рфанули жестко. Вот жалко. Вот честно, у меня прям сердце кровью обливается, когда я вижу такую нерфанутую легионку. Ну вот, кстати, острое наручие я возьму. У меня есть броня. У меня есть все, в принципе. Я вообще такой небольшой зажженный мажорчик. Так как у меня есть все. Сейчас предметы еще вот так вот передам. И передам в Абаддона. Абаддон мне больше нравится. Бабабабо. Вот, колечко, ну, тоже в Абаддона закину, наверное, или не в Абаддона. Не, ну, в Жрицу Света, может быть, кстати, импактовее будет. Хотя, чем черт не шутит. Посмотрим. Так, АМ уже детектит, окей. Будет тяжело с тобой бороться, молодой.
Но, как мне сказали, бэтрайдер в тройку с хорошими предметами этого АМа просто, ну, душит. Душит, как не знаю кто. Я, кстати, знаете, что сейчас буду делать? Я буду ролиться. Я буду ролиться, потому что бэтрайдер двухзвездочный. И, соответственно, шансов, что я его сейчас выбью, намного выше, нежели я его буду выбивать его там на седьмом, на восьмом, девятом уровне. Ну и, соответственно, когда я раннего бэтрайдера получу, то, в принципе, будет уже все хорошо. Главное получить его раннего. Я сейчас... Вот, ребят, смотрите, я целенаправленно хочу по рофлу сделать бэтрайдер в тройку и сыграть через него. Поэтому будут мне приходить яйца, будет мне все что угодно приходить, я буду играть именно через него. Целенаправленно. Никого другого, только бэтрайдер. А неплохая у вас там заруба, слушайте, молодые. Но пора заканчивать. Понял, ничья, окей. 59 хп, 7 лустрик. Если все продолжится так и дальше, но я хочу по минимуму получать. То есть, смотрите, если я буду получать по минимуму, и у меня будет лустрик, у меня будет максимально много денег, и, в принципе, я буду расти. Главное получать до минус 6 максимум. Тогда у меня будет импакт. Тогда я смогу, в принципе, баночками 50% свои восстановить хп. Но это так. Сказочно пока что. Я тоже бабку хочу. Ну, кстати, под богами-рыцарями бабка неплохо так накидывать будет. Я вот сейчас задумался на секунду, в действительности она будет жестко накидывать. Так, ага, ага. О, кстати, умник. Так, подожди, у меня сейчас 6 уровень. Точнее, 6 рыцарей сейчас будет. Так я сейчас из лустрика выхожу, ставлю 6 рыцарей и показываю импакт. Будет весело. Мне, знаете, кого не хватает? Драгон Найта. Как только ДК ко мне придет, ситуация может исправиться на огромный плюс. Знаете, почему на огромный плюс? Во-первых, если я буду побеждать, ну, что сказочно, конечно, то когда я буду побеждать, я буду получать книжки. А эти книжки в дальнейшем я смогу использовать на что? Правильно, на поднятие уровня. При этом не тратя денег. Так, там МК уже. Ага, получи болт в лицо. Ну блин, без бэтрайдера тяжко. Тяжко без бэтрайдера. Вот, кстати, сейчас, скорее... Блин. Не, ну минус 6, ладно, это еще нормально, по-божески. Единственное, что у меня нет жрецов. Вообще луна мне... Опа, опа, опа. Мне луна в целом не нужна. Луна мне в целом не нужна, потому что когда я делаю богов-рыцарей, то ЦК хотя бы будет накидывать свои таргетные станы. Вот один единственный огромный плюс, то что ЦК под богами будет почти по КД кидать эти станы. И извините меня, это как-никак, ну какой-никакой на контроль. Какие шмотки мне нужны бэтрайдерам? Во-первых, это блинк плюс мана 40. Это жезл третьего тира. Это взгляд Азеса по-любому. Взгляд Азеса нужен как кровь из носа по той лишь причине, что это замедление скорости атаки, ну и в целом просто замедление. Причем жесткое замедление. А так как я играю через бэтрайдер, мне он кровь из носа нужен. Бусы, либо же маска 5 тира. Естественно, лучше маска 5 тира. О. О как. О как. Отлично. Отлично. Я продам пока всех этих волшебников, потому что мне нужно усиляться. А раз так, то, соответственно, мне что нужно делать? Правильно. Пока что апать своих рыцарей. Я буду их апать на 6 уровне, чтобы найти их в тройку. Ну, может быть, немножко уровня я и возьму. Но это уже потом. Может быть. Не факт. Ну, посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, как будет идти. Так, отлично. У меня все рыцари зажали одного волка. Ну, как-то не по-рыцарски, да? Пятером-то на одного волка, а? Я так понимаю, здесь рыцарские правила не работают. Рыцари бы этого не оценили.
Знаете, если бы трейдеры реально будут так жестко точить, как мне написали в чате, не надо мне умник. Короче, если это в действительности будет так, как мне написали в чате, что бэтрайдер ничего себе тащит, то это будет не орден короля Артура, там где рыцарский стол, все дела. Это будет орден короля бэтрайдера. Жалко пока бэтрайдера в единицу на 16 раунде. Да жалко. О, май гарбл, не. Боже, он кунфуист. Ладно, еще М, но кунфуист это четкий контрпик мне. Четкий контрпик. Ладно. Окей. Посмотрим, как это будет, конечно, но если он будет своей палкой мне там хорошенечко ковырять, то будет проблема. Возьму Инчу на всякий случай, может получится с нее бабки хотя бы вытащить. Опа, бабка. Я не про эту бабку имел в виду, если чего. Так, ну бабку я пока оставлю. Бабку пока оставлю, она найдется в двойку, то будет хорошо, в принципе. Под богами и рыцарями она нормально так будет накидывать свой дебаф. Единственный минус то, что она делает таргетный дебаф. Она будет замедлять скорость атаки, она давать будет минус броню. И, кстати, еще баночки юзну. А неплохо себе хп восстановил. Отлично. Я хп 30 себе восстановил, по-моему, баночками. Я на самом деле как-то не обратил внимания, сколько у меня хп было до этого. Но, по-моему, я себе восстановил хп 30. Если что-то в комментариях меня поправьте, сколько баночек я заюзал, сколько хп я восстановил. Потому что вроде бы у меня было 29 или 39 хп. И 6 банок. Ну, за 6 банок я скажу так. Я довольно приличное количество хп восстановил. Ну да. Знаете, в комбинацию боги-рыцари мне хорошо зайдет этот, как его там? Так, отлично. Бэтрайдер апнул, все. Мне отлично зайдет Энигма. Энигма все-таки это чистый урон. То есть, ну, тут как бы и так понятно, да, и без моих подсказок, что с чистым уроном дело приятнее иметь, нежели с обычным физ, либо магическим. Может, трентуху вообще попробовать? Ой-ой-ой-ой, ну вот... Антимах, отсосись, пожалуйста, от моего бэтрайдера. Я тебя прошу по-человечески. Спасибо. Спасибо, что ты от него отсосался. Я что-то не понял только что. Он пролетел вот так по диагонали. А почему урон по эмо не наносился? Знаете, что я думаю? Я думаю, что я бэтрайдера апну через яйца. Вот у меня есть такая небольшая надежда. Даже не надежда, а предчувствие. Там 9 мертвецов будет, и я надеюсь, кунфуист вылетит пораньше. Кунфуист это проблема для меня. Все мы прекрасно знаем, что чистый урон это проблема. А так как кунфу убивает предметами, мои рыцари этого не выдержат. У них сердечко хрупкое, хоть они и рыцари. Я думаю, если бы трайдер ранее приходит в тройку, то это машина. Но если он приходит довольно-таки поздно, то мне кажется, это такое. Ну вот, ну не верю я как-то в него. Знаете, вот я смутно, ну вот как-то к нему отношусь. Ух ты. Зато 2 легионки, ну... Что? Простите. Что? Боже, я пока расставлял свой стол, я немножко запутался и протупил. Надо было оставить Драгонайта и получить за это книжку. Я взял его и не оставил. У меня все мысли были о том, как легионку правильно поставить, и чтобы она не откисла.
Обидно. Ошибка. Знаете, тут был только что выбор. Либо же я беру посох, либо же беру взгляд Азеса. Так как против меня гритеры, так как против меня антимаг, то мне нужен взгляд Азеса. Взгляд Азеса, он замедлит скорость атаки моего самого злейшего врага. Соответственно, когда он будет под замедлением, у меня будут огромные шансы на то, что я смогу кастануть свою способность и наносить ему урон. А там уже как бы, ну, там замедление на него сработает. То есть, как по мне, мое решение сейчас верное. Естественно, в комментариях меня могут осудить, но мне кажется, мое решение верное. Для Азес это была не ошибка взять. Хотя в других бы случаях я бы, наверное, взял все-таки посох. Но в любом случае, это моя первая попытка сыграть на рыцарях-богах, поэтому не судим строго, либо же судим по всей строгости и говорим по моим ошибкам. Но я все равно скептически отношусь к этому. Так, а вот челик на моих любимых рыцарей. Сейчас мы... Я говорил, что я отомщу ему. Смотрите, что сейчас с ним произойдет. Я отвечаю за свой базар. Так-то. Сейчас чел топ-1 придет ко мне, как минус 30 мне пропишет, и я такой... Ну, ладно. Ух ты. Not bad. Бэтрайдер. Бэтрайдер, пожалуйста, Бэтрайдера. Да какой умник, Бэтрайдер? Бэтрайдер. Бэтрайдер. Спасибо. Боже, у меня 6 секунд осталось. Если бы у меня был сейчас высокий пинг, я бы вряд ли так сделал. Все. Машина вбывся готова. Ну, посмотрим на импакт. Так сказать, оценим в прямом эфире. Ну, МК со своей палкой, конечно, дает немножечко мне прикурить. Ну, змейки и змейки. Тут я ничего не смог сделать. Но он хотя бы мне минус 8 дал, а не минус 30. Мне надо немного другую расстановку сделать, чтобы по другой диагонали летел мой Бэтрайдер. Зато смотрите, у меня сейчас 17 монет. В принципе, я ролиться буду, но чуть попозже. Либо же я ролиться вообще не буду и буду брать сейчас уровень. Лайком, кстати, собрал себе сейчас 6 рыцарей и 4 тролля. Но боимся мы ли этого? Я скажу нет, мы не боимся. Я его задушу. У меня есть взгляд Азеса. И, возможно, кстати, знаете, мне надо будет... Вот это... Ну, предметы, короче, мне нужно будет сейчас переработать. Ух ты, ёй, какой ты огромный. Леон, отсосись от меня, пожалуйста. Не, ну когда АМ бьет легионку, то как-то попроще все становится. Но когда он бьет конкретно моего Бэтрайдера, ну, как-то не рада. Я не рад этому. Знаете, что я сейчас понял? А мне придется-то все равно в любом случае одного рыцаря скипнуть. Только надо подумать, кого. Либо Чаус Найта я буду скипать. Либо же Драгонайта. То есть одного из двух точно надо придется скипнуть. Я, кстати, сейчас возьму, попробую предмет. Но я думаю, вы сами прекрасно увидели, что я захотел предметы рольнуть. Хекс тоже неплохой предмет. Я даже скажу так, Хекс это хороший предмет. Во-первых, он дает контроль. Во-вторых, он дает магический урон. Поэтому плюсы однозначно здесь есть. Единственный минус это то, что мне в действительности уже нужно брать уровень и выставлять богов. Иначе без богов импакт моего Бэтрайдера будет равняться нулю. И, кстати, шар бездны мне нужен. Шар бездны мне нужен, так как что-то, ну, рыцари больно получают. Без Рена вообще туго, кстати. Бэтрайдер может. Пока КМ ко мне не приходит, Бэтрайдер может. Чел такой зашел. А, так это тот чел, который на кунг-фу играл. А я-то думаю, что он ко мне так залетел сейчас на мой стол и смотрит на меня. Он думает такой, чел, как ты на 7 уровне имеешь только рыцарей и еще и побеждаешь, еще и керишь Бэтрайдера. Алло, что ты делаешь, молодой? Ну ты делаешь огромную ошибку. Так не играется. Не тот патч, так, дорогой мой.
Мяу. Жесткий бэтрайдер. Я думаю, с посохом третьего тира было бы намного проще. Ну, кстати, там... Ой-ой-ой. Проблема. Эти все предметы мне на самом деле не нужны. Я бы мог взять зимние объятия, потому что это хороший контрпик АМ, да и в целом он бы замедлял... Ну, он бы замедлял бы все и вся, плюс дал бы мне броню. Но мне эти все предметы не нужны. Ну, шар бездны мне тем более не нужен был, но... Имеем то, что имеем. Имеем то, что имеем, ну... Либо меня. Обидно, конечно, что после жертвы мне не упал, так как предмет третьего тира мне больше и не упадет. Это проблема. Учила там М в двойку, МК в двойку, Луна в тройку. Это как бы неприятненько. Книжки я уже юзаю сразу. А знаете, что я сейчас только что понял? А в таком-то билде можно было бы поставить и магов. Реально можно было бы поставить и магов. Вы ставите магов, получаете доп урон от магов еще. Так и керите бэтрайдера сверху. О, это идея. Как минимум 3 мага можно спокойно было бы поставить. А в этой катке еще есть Джекира. Но думаю, был бы Зевс, можно было бы попробовать реализовать еще баф 3 магов. Думаю, можно было бы спокойно это сделать. Я так понимаю, этот Леон меня полюбил хорошо так. Ой-ой-ой, сейчас Сайм присосется к моему... Ладно, не присосется уже. А Бэтрайдер может, получается? А Бэтрайдер-то может? Недооценил я этого молодого. Конечно, ему еще и придется пройти испытания против нежити. Но думаю, у меня все получится. Главное, чтобы нежить мне сейчас на минус, так, ну, на минус 40 не всандалила по полной программе. Думаю, расстановка у меня более-менее нормальная против нежити. Но в любом случае, там Муэрта находится в углу. Не факт, что, кстати, она сейчас ко мне придет. Ко мне может прийти еще картинка. В общем, посмотрим. Сейчас все мы увидим. Так. Так, это Гриттер. Ну, странноватый, конечно, Гриттер, если честно. Хотя... Странный не странный, но своим резаком он меня распилил. Обалдеть. Ой. Я думаю, Ютоби только что такое думает. Что? Как это произошло? Как это произошло? Я требую объяснений, как это произошло. Вот Ютоби прям сидит сейчас и такой, я требую объяснений. Я требую объяснений, как это произошло. Как он на своих рыцарях мог выиграть меня? Но в самом деле он почти меня уничтожил. Урона вообще мало. У меня, кстати, сейчас у одной легионки 45 урона, а у второй 145 урона. В принципе, когда я ее соединю, у нее где-то будет 300 урона плюса. Я пока доволен этим билдом. В самом деле, когда понерфят АЭМа, этот билд имеет право жить. Вот я сейчас так задумался, что в действительности этот билд имеет право жить. Но, против кунфу он не будет жить, против зверей через суммоны тоже не будет жить, как по мне. Против магов 50 на 50. Тут уже зависит от пассивки, тут уже зависит от шара бездны, есть ли он у вас или нету. То есть там он от чего-то будет зависеть. Кстати, Сай с АМ меня все-таки вынес. Это тот чел, который на эльфах. Это плохо. И 3 бога пришли ко мне. Ага. Это как бы... Челы заходят ко мне на стол и такие думают, что происходит? Кто этот окаянный, который играет через рыцарь и имеет винстрик? Так мало ли того, что он играет через бэтрайдера. Я думаю, они там просто все в шоке сидят. На их месте я бы тоже обалдел. Увидев такое, я бы обалдел, ну, от края до края.
Так, ну вот ко мне же сейчас пришла. Хекс прилетел в Никса, понял, принял. Ну, как-то жестко что-то они меня душат. Так, ЦК станчик закинул правильно. А мне вот интересно, почему сейчас по МРТ урон не наносится от дорожки Бэтрайдера? Объясните. Это либо какой-то баг, либо он не достает. Одно из двух. Мне кажется, он просто не достает. Пум-пум-пум-пум. Блин, ну надо ставить 4 бога, но пока богов у меня нету, поэтому, в принципе, и ставить-то и нечего. Что мне нужно из 4-го тира по шмоткам? Я думаю, кольцо 4-го тира. Доспех экзорцизма мне вряд ли поможет. Короче, доспех экзорцизма, кольцо 4-го тира, догон и цепочка. Вот такие вот предметы мне нужны. По крайней мере, я так считаю. Ну, посмотрим сейчас. Так, уровень. Надо уровень брать. Надо брать уровень и выставлять, наверное, уже немного богов. ДК мне уже не нужен, я его продал. Я думаю, все прекрасно это сами видели. И вот я, если захочу, мне такие легендарки не будут приходить даже на 30-м раунде. Ой, не-не-не-не, алое сердце я беру. Алое сердце по-любому нужно брать. Скипнуть предметы, наверное, пока не могу. Да, мне по сути нечего скипать. Если бы... Или рискнуть. Если взять такой набор артефактов, то, в принципе, можно было бы рискнуть. Но я что-то как-то сильно сомневаюсь в этом. Я, наверное, ну, не буду так рисковать. Знаете, вот серьезно, если бы я захотел, вот реально, если бы мне нужны были такие легендарки, мне бы нужна была темпларка, мне бы нужен там был вертолет, то такие легендарки мне бы не упали от слова совсем. Если бы мне это реально необходимо было. Так как мне сейчас они, ну вот вообще не нужны, они мне приходят. Кстати, 0 урона. Но Джакира только что четко плюнул в моего бэтрайдера и нанес мне ровно 0 урона. Вот это я понимаю импакт. Это, кстати, маг через 9. Там, короче, это 9 магов. Ну, как-то изи. Как-то изи. 9 магов и почти дракона. Мне кажется, что мне стоит поролиться. Вот есть у меня, знаете, такая... Вот... А, он расстановку сделал другую. Но тут еще есть звери. Неприятные звери. Блин, ну, наверное, как-то так расстановку нужно сделать. По крайней мере, нежить я буду контрить такую расстановку. Потому что я буду прыгать ему в угол, уничтожу половину его стола сразу с лету. Ну вот занозы так... А, не, ну эльфа я тоже такую расстановку буду контрить, по сути. А я буду впиваться в легионку. Ой-ой-ой. Боже, маг, откисни быстрее, пожалуйста. Мне нужно шмотки переролить. Мне маска 5-го тира нужна, кровь из носа. Ой-ой-ой. Это у него еще аганима нет, прикиньте. Был бы у него аганим, как бы он меня душил. О. О. Да нет, даже если я перестрою жрецов, я думаю, будет какая-то, ну, нездоровая тема. Так, мах от кис, в принципе, можно сейчас шмотки ролить. Маска. Понимаете, там и щит 5-го тира нужный предмет, и маска 5-го тира тоже нужный предмет. Я как-то так сейчас возьму шмотки. Так, бабка в двойку тоже прекрасный выбор. И я, кстати, бабке отдам сейчас ману плюс 40. Пусть она намного раньше кастует.
Чем быстрее она закасит свои способности, тем плюс для меня будет. Так, ну, с маска 5-го тира я хотя бы умирать быстро не буду. И будут шансы, что Бэтрайдер у меня сможет намного чаще кастовать свою способность и выживать после нее. Куда ты полетел? Ты, мышь недоразвитая. Как бы у него М почти откис? Что-то не понял. А, там... Ого! Оцените урон Омника. 11500. Not bad. Надо наролить богов, наверное. Блин, не хватает. Ну, гримтач, кстати, есть. Можно вот так вот. О, ну, в принципе, да, прекрасно. Жалко Хана нету. Вот мне бы Зевс и Хан. Идеально было бы. Я, кстати, сейчас Гримтача скипаю. Гримтач будет намного послабее, чем Леон. Леон намного эффективнее будет. В Леона я больше верю, нежели в Гримтача. Гримтач мне... Объективно, Гримтач мне здесь вообще не нужен. Я сейчас, кстати, деньги понапрасну тратить не буду. Мне пригодятся они. Но куда бы трейдер полетит? Вы видели, за сколько секунд я схавал эту Муэрту? Еще и нежить выкинул. Боже, какой абсурд происходит в этом заведении. Что за абсурд происходит в этом заведении? Короче, что мне еще надо? Во-первых, мне нужен Марс. Нет. Во-вторых, мне нужен Марс. Во-первых, мне нужна бабка в тройку. Нет. Обнуляем список. Абадон в тройку первоочередно. Потом бабка в тройку первоочередно. Второочередно. И третьеочередно это Марс. Почему Марс? Он без маны. Плюс, если в него М вопьется, то он хотя бы время потянет. Я на самом деле плевать, он мне не нужен. Мне, наверное, 10-й нужно взять и покупать какую-то энигму, либо вертолет. Ну, мне дамаг какой-то нужен. Но энигму покупать опасно. Вряд ли что-либо сможет сделать у меня энигма. Ну, это мы посмотрим. Я вообще до 35-го раунда протянул. 2 ДК пришло. Но жезл надо брать. Жезл надо брать. По-любому надо брать. В легионку сейчас закину предметы. Кстати, у нее 285 урона на пассивочке. На минуточку, ребята, на минуточку. 285 урона у него. Честно? Какой-то абсурд происходит в этом заведении. Какой-то абсурд. Каким образом я их убиваю, вообще непонятно. А что за... Ну, если я сейчас скипну предметы, какой уровень получится? Достаточно. Мне на 5-м тире нужен щит 5-го тира. Это во-первых. Я, кстати, в Омника, если что, закинул возвратку, и это не ошибка. Я закинул возвратку целенаправленно, потому что он единственный, у кого есть мана. Если АМ к нему всосется, вот как сейчас, то возвратка... Забудьте, что я говорил, эту возвратку надо скипать максимально так. Ну вот, смотрим, как он... What? У него предметы хорошие. Алое сердце Радик только единственное, что 2 предмета не очень. Ему нужен агоним. Как он сдох? Как он сдох? Но АМ мне, ну, объективно, АМ мне вообще не нужен в моем билде. Вот мне от слова совсем он не нужен. Я, кстати, сейчас такую где-то расстановку сделал, потому что там только что АМ сосался моего Омника и чё. Вот чё, 0 урона нанес. Ну, точнее, 0 урона вернул. А тут, кстати, АМ у него жесткий. Там у него агоним есть. Это проблема. Да, ну, я думаю, жрицы мне не помогут. Объективно я считаю, что жрицы мне не помогут. Даже если я полностью весь стол распродам, оставлю 5 жрецов, то, скорее всего, мне ничего не получится. Ого. Ого, там МК. С Battle Fury еще и пассивка передает Battle Fury. Ничего себе.
Вы знали об этом, что пассивка Monkey King передает эффекты оружия, которые находят эффекты предметов? Если честно, я не знал. Я только что сам первый раз увидел, что Monkey King передает дебаф Battle Fury, точнее баф Battle Fury. Первый раз я это увидел. До этого я ни разу не видел, чтобы Monkey King передавал Battle Fury. Ни разу. Вот серьезно. Для меня это сейчас был нонсенс. Тупо чел палкой передает Battle Fury. Во. Куда ж ты Эма сейчас перекинешь? Единственная надежда это правильно свапнуть легионку. Ой-ой-ой. Я сначала подумал, это ошибка, то, что он туда Эма поставил. А это не ошибка, это гениальный план. Так, надо этот момент... Блин, я только что... А красава, чел. Красава. Я думал, легионку переставлять надо. А тут, оказывается, не легионку переставлять надо. Тут надо переставлять Бэтрайдер, либо же Бэтрайдер убирать вообще это кольцо и отдавать кому-то другому. Например, Марсу, кстати. Хотя, кто знает, кому лучше. Я Ману плюс 40 сейчас отдам Бэтрайдеру. Немножечко попробую переиграть его. Пусть он думает, что у меня еще кольцо в Бэтрайдере, пусть у меня там расстановка никак не поменялась. О-о-о-о-о! Опа! Знаете, в чем плюс? А плюс в том, что тучки Бэтрайдера стакаются. Вот это единственный плюс. Реально... ну, а ему плевать, да, ему плевать как-то на эти тучки. Блин, а что мне с ним делать? Ну, тут, я, наверное, ничего не с ним не сделаю. Ну, тут только принимать... Ну да, я реально... Хотя... Нет, ну тут... Ладно, тут в действительности я никак не смогу ничего сделать. Единственное, возможно, чтобы я смог сделать, и попробовать закерить легионку, но... А легионка, что, как она будет уничтожать? У меня-то боги. Если бы у меня были тролли, то да, еще я мог как-то его переконтрить. Да и у меня уже предметы не те, которые... Ну, короче, тут до Талова надо играть через Бэтрайдера. Может быть, что-то сможет бабка. Хотя... Сомневаюсь. Бабка это дебафер. И керить бабку это, как по мне, ну, такое. Хотя... Не, ну может в тройку. Хотя мне кажется, и в тройку это как-то слабо. Вон, у меня легионка 8000 урона с руки накидала только что. Во. Может жреца попробовать этого в тройку. Хотя, ну если я соберу этого жреца в тройку, то какой... Ух ты. Ну колечко, кстати, это отличная тема. Я это колечко сейчас закину вместо мана плюс 40, а это я так сделаю. Так, давай, предмет хорошенький. Хорошенький предмет мне нужен. Возьму бессмертие. Можно было бы попробовать закирить легионку. Но в нее я не особо верю. Не особо верю, потому что... Ну смотрите, там звери. У меня легионка всех их не перебьет. Мне нужны хорошие предметы, чтобы перебить всех. А так там, извините, там куча зверей, которые меня жадными глазами поедают заранее уже. Я уже боюсь представить, что будет, когда 1 на 1 она останется с кем-то. А чё? Как? А чё он сейчас не пробивает меня? Что это происходит? Интересно. Да ну, жрецы мне реально никак не помогут. Знаете, кто мог бы помочь, наверное? Это Легион в тройку. Ой, Легион, Лина в тройку. Какая Лина в тройку? Леон в тройку. Ну, либо бабка в тройку. Может, этот жрец как-то поможет? Хотя у меня никакого контроля нет. Каким образом он мне поможет? В целом забавный билд. Забавный билд. Короче, скажу так. Хотя, не знаю. Я сейчас скажу, а потом эти бэтрайдеры появятся в каточках. Не хочется. Вот не хочется мне когда показывать этот билд. Короче, это сверхсекретная наработка моих подписчиков. Назовем это так.
А чё он меня не пробивает? Не, ну он меня пробивает в любом случае, но он не так жестко пробивает. В чем прикол? Интересно. Хм, это реально интересно. Ой-ой-ой, там чел Дума наролил. Знаете, что сейчас будет? Сейчас Дум мне на лицо прилетит. Вот, смотрите, из всех моих фигур, которые есть на столе, сейчас прилетит Дум ко мне в лицо. Вот проверяй. Вот ты... Нормально. Ненормально, ты в Абадона впился. Не, ну Дум сейчас на лицо не прилетел, окей. У него уже 2 эма в двойку. Угу. Ну, одного эма я боюсь, двух... Ну, второй эм он слабый, у него предметов нету. Да каким образом я тебя уничтожаю? Объясните мне, пожалуйста. Главное, чтобы сейчас Дум мне на лицо не прилетел. У меня Дум этот неким... Ну, у меня даже нет способов законтрить этот Дум. То есть, смотрите, если сейчас Бэтрайдер получит Дум, то я, скорее всего, откисну. У меня нет ни одного предмета, который бы этот Дум могли почистить. Кстати, думает, что у меня Омник мейн керри. По-моему, он глубоко ошибается. Короче, как-то сюда закину. Ой! Я только что немножечко ошибся. Ну, вот, то, о чем я говорил. Обидно. Но в любом случае, ребят, я дико удивлен, что вообще такой результат получился. Я дичайше удивлен, что в действительности такой результат получился. Это жестко. Топ-2 бэтрайдеров. Думаю, если бы у меня был бы доспех экзорцизма и немного другие шмотки, то можно было бы эту катку еще и вытащить в топ-1. Ну, по крайней мере, я так думаю. Возможно, мне стоило пробовать керрить легионку уже. Возможно. Не факт, конечно, но... Ну, возможно. Но у меня такой хороший, такой ну, добротный керри АМ. Неплохо. Честно, когда понерфят АМа, я думаю, этот билд имеет право на жизнь. Вот уверен на 100%. Я думаю, если взять жезл третьего тира, который дает 20 стаков, взять взгляд Азеса, по-любому, без него никуда, естественно. Взять Дагон, Хекс, маска 5-го тира и, наверное, мана какая-то, либо же бессмертие. То есть надо на свой вкус смотреть и конкретно кто против вас. Потому что много сейф-шмоток здесь не надо. Хотя если у вас будет жезл третьего тира, который дает 20 стаков 200 магического урона, то по идее это будет во. И не надо вам никакие догоны. Хотя догоны это 800 урона. Короче, я не знаю, ребят. Что думаете вы, естественно, напишите в комментариях. Как по мне, катка получилась интересной, добротной. Результата такого я не ожидал. При том, что это моя первая катка на Бэтрайдере. Но я думаю, это не играбельный билд. Вот у меня есть предчувствие, что это максимально неиграбельный билд в текущем патче. А там уже думать как бы вам. Всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы, потому что я хочу достичь 5000 подписчиков на ютубе, а также 1000 в телеграме. Телеграм закреплен в комментариях. Всем удачи!